Всем привет! Сегодня видео индивидуальное для Алексея, город Калининград. Мы протоптали тропинку и туда тоже, в Калининград. Вся проблема в том, что груза до Калининграда едут через таможню, если я не ошибаюсь, с Литвой. И проходят долгую проверку, по 1,5-2 месяца груза стоят. Но мы проехали. Мы собрали 4 тонны макулатуры, чтобы, то есть там сертификат на сертификат, сертификат на штукатурку, сертификат на то, что водитель не осел. Мы на все собрали сертификат, и вот с такой кипой документов груз доехал, по-моему, 2 недели, если я не ошибаюсь. Наносим микроцемент, максимально простой способ, микроцемент белый. Ничего особенного вы сейчас не увидите, видео просто для человека, который приобрел этот товар, и ему нужно что-то такое вот нанести в беленьком цвете. Смотрим, ставим лайк, что мы молодцы, и подписываемся, если еще не подписались. Наносим кварцгрунт на существующие стены. Стены должны быть оштукатуренные. Наносим одним слоем. Кварцгрунт укрывает достаточно хорошо. Даже если где-то останутся небольшие проплешины, то это тоже неплохо. Валик используем с мелким ворсом, как обычно. Крупный ворс увеличивает расход кварцгрунта. Ворс 6-8 мм примерно вот так вот подойдет. Оставляем сохнуть примерно 4 часа. Микроцемент разводится водой до удобной консистенции и хорошо перемешивается, без комочков, чтобы было. Мы сейчас в маленьком ведерке месим шпателем, а вы будете для себя, возьмете емкость, налили туда воды немного и микроцемента сухого насыпали, и миксером можно венчиком перемешивать, чтобы была однородная консистенция, удобная густота. То есть не слишком жидко, не слишком густо, вы для себя это поймете. Это родной цвет микроцемента, он белый, теплый белый, скажем так. Ведро целиком вы не разводите водой. Вы разводите небольшое количество, чтобы он у вас не застывал. Развели небольшое количество, нанесли. Снова развели, нанесли. Наносим с помощью кельмы, точно так же, как любую другую декоративную штукатурку. Также наносится и микроцемент. Единственное его отличие от декоративной штукатурки – это то, что он сухой и то, что он на цементной основе. А также он наносится такой же эластичный, и можно из него сделать разные всякие фактуры. Ну вот такую вот простейшую, чтобы более гладкая была, попробуем сделать. Наносим небольшими участками, соединяя между собой вот эти участки, пока сыро. То есть небольшой участок нанесли, рисунок сформировали. Вот смотрите, можно так протяжку делать вверх-вниз, крестообразными движениями. Таким можно способом. Это максимально простой способ. И он достаточно эффектно смотрится в объеме. Несмотря на то, что на образце может кому-то показаться не очень, но в объеме очень востребованный образец. Полностью покрываем стену, не оставляя пустот. Сама суть, для чего снимается видео, для того, чтобы вы поняли, как работать с микроцементом. Разводим его водой, небольшое количество, выработали. Закончился, снова разводим, снова наносим. Фактуру создаем любую, какая вам понравится. Можно и что-то типа карты мира сделать. Первый слой и второй, допустим, островками. Приглаживать можно также микроцемент. Когда он чуть-чуть подсыхает, его кельмой прижимаем, чтобы он был более гладкий. Можно оставлять механические следы специально, вот таким образом. То есть всяко разно можно. Это же все-таки типа стиля лофт, да, планируется. Вот так вот сделали и прижали. Много вариантов. Нету ограничений, что нанести из микроцемента. Можно сделать вот такую расшивку типа плит. Можете отмерить для себя. Плиты же не бывают идеально ровными в целом, но вы для себя можете отмерить. И можно взять какую-то кругленькую баночку и вот такие вот клепки поставить. То есть это у вас такая будет расшивка на стенах. Типа плит, и еще и с заклепками. Вот таким вот образом. И когда он полностью высыхает, вот смотрите, он пористый немного. Когда полностью высыхает микроцемент, вот он высох, вы его счистили, какие-то края, да, там остренькие, и уже можно его покрывать лаком двухкомпонентным. Клиент получил товар в Калининграде, мы попросили видео, вот оно. Груз получил, все шикарно.
Едем, на днях будем испытывать. Спасибо, что смотрели. Всем пока.